Приветствую вас на канале Техревизор. В этом видео рассмотрим 5 отличных ПК-корпусов под игровые сборки из мощных и горячих комплектующих. Подобрал разные модели под разный бюджет и железо. Заранее уточню, что я не придерживался принципа «чем больше подсветки, тем более игровым является корпус». Как бы красиво и атмосферно не смотрелись RGB-диоды внутри ПК, всегда есть такие люди, которым важна строгость дизайна. Поэтому в этой подборке не каждый корпус выглядит как нарядная новогодняя елка с яркими огнями. Более важным я посчитал обратить внимание на продуваемость, качество материалов, вместительность и функциональность. Постарался сделать рейтинг максимально справедливым, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик. А я начинаю. Открывает мой топ Power Case Mistral Micro T3B. Довольно интересный в плане дизайна корпус. Ну, действительно, посмотрите на его переднюю панель. Она усыпана сотами, в которых еще и подсветка продуманная. Выглядит реально круто, хоть и просто. У этой модели таким интересным образом решили реализовать полностью продуваемую переднюю часть, чтобы никаких проблем с циркуляцией воздуха не было, так как встречаются корпуса с полностью глухими передними панелями, что не для каждой игровой сборки есть хорошо. У этого корпуса с охлаждением точно никаких проблем. Винты в него устанавливаются в количестве 5 штук. 2 спереди, 2 сверху и 1 сзади. Кстати, 3 сразу идет в комплекте. Они с подсветкой, красивые такие, правда не самые мощные, но достаточно того, что их хватит для охлаждения средне теплонагруженных комплектующих. А если уж говорить о топовых железках, то можно и водянку ставить. Однако здесь есть довольно серьезное ограничение по размерам. Хоть корпус и Midi Tower, материнка становится только Mini ITX и Micro ATX форм-фактора. Видеокарта влезет длиной не более 280 мм, а кулер не более 160. Если для кулера это вполне нормальная высота, то, например, RTX 3080 вы внутрь не поставите, не влезет. 3070-3060 на 3 винта, пожалуйста. Но что-то более серьезное не стоит пихать. Тем более, что даже места под накопители маловато. 2 отсека для 2.5 и 1 для 3.5. В общем, по внимательности это не самый лучший корпус. Но зато для кабель-менеджмента места достаточно. В этом плане все хорошо. Однако, например, тот же металл, из которого сделан корпус, тонковат. Хотя для такого сегмента еще ничего так. Фольгой не назовешь. Но учитывайте, что во время установки комплектующих следует быть осторожным, чтобы ничего не прогнуть и не выломать. Радует то, что боковое окно из стекла, а не из акрила. И для бюджетника это ой какое достижение. В общем, получается вполне хороший за свои деньги корпус для среднего бюджетного сетапа под игры. И по характеристикам вопросов нет, и по дизайну. А до корпусов под топовые комплектующие мы еще дойдем. Четвертую строчку занимает AeroCool Aero One Frost. Еще один привлекательный ящик с немного специфичным дизайном. Мне кажется, эта модель будет интересна людям, которым нужно что-то неординарное. И вот этот корпус как раз из таких. Выглядит он интересно, по крайней мере, хорошо запоминается. А если учитывать еще то, что в комплекте идет 4 FRGB вентилятора, то в сборке с прозрачным стеклянным окном получается реально привлекательная модель, что нам и нужно. Ну а если по техническим характеристикам, здесь все на соответствующем цене корпуса уровне. Сам корпус форм-фактора Midi Tower. Внутрь ставится уже стандартная материнка ATX. Видеокарта длиной максимум 327 мм и кулер высотой до 161 мм. Под накопители выделено 3 отсека по 2.5 и 2 отсека по 3.5. Их комбинируйте между собой как душе угодно. Под кабель менеджмент место тоже найдется. Как видите, по вместительности все хорошо. Ну а для необходимой продуваемости есть 6 мест под вентиляторы. Под сборку на среднебюджетных железках хватит и комплектных 4. Но учитывайте, что работают они не бесшумно. Хоть и не гудят, как турбина самолета, но любителям кромешной тишины точно придется решиться на замену более качественными вентиляторами или вообще водянкой. Однако с главной задачей они справляются. Циркулирует воздух, не давая комплектующим нагреваться. А к остальным элементам корпуса вопросов нет, так как вся конструкция сделана из приблизительно такого же металла, как и прошлый Power Case. Не фольга, но аккуратным все-таки стоит быть. Третью ступеньку топа занимают Cougar Airface RGB. Этот корпус показался мне интересным в некоторых деталях, поэтому и отвоевал свою позицию. Начнем с простого, это цвет корпуса. Здесь вы можете выбрать из черного и белого, и это полноценные по цвету корпуса. Без всяких выдумок с комбинациями и добавками. Просто черный и просто белый. Но еще интереснее другое. Передняя панель. Как видите, она полностью решетчатая. Конечно, это говорит об отличной продуваемости, но еще важно то, что в комплекте идут дополнительные панельки из стекла. То есть, если ваша сборка держит приемлемые температуры и в глухом корпусе, то всегда можно поставить стеклянную стенку. Все зависит от теплонагруженности ваших комплектующих.
Если в этом плане говорить о конкретных цифрах, то видеокарту можно поставить длиной максимум 330 мм. Вполне достаточный параметр для огромного большинства, и кулер высотой не более 190 мм. И как раз это говорит о вместительности корпуса. Понятно, что вы не займете все 190 мм башенным охлаждением процессора, но поставив вполне приличный и качественный кулер высотой в 140-160 мм, у вас останется еще приличное место для всего остального. Для тех же плашек АЗУ, например. В общем, у этого корпуса с вместительностью тоже никаких нюансов. Да и что уж говорить про охлаждение. Внутрь легко устанавливается до 5 вертушек, и 3 из которых можно сразу найти в комплекте. Если вас все устроит, даже докупать ничего не придется. Но что мне понравилось больше всего, качество и толщина металла. По цене корпуса находится где-то в среднем сегменте, и даже в нем частенько встречается откровенная фольга. Но здесь в этом плане все очень даже ничего. Плотный металл, продуманные до мелочей те же винтики и крепления. До идеала не хватило разве что какой-нибудь виброизоляции, но это уже характерно для более дорогих моделей. Серебряную медаль забирает Fractal Design Mesh FLC TG. Например, такого, как Fractal Design Mesh FLC TG. В нем о мелочах подумали еще тщательнее, в том числе про вибрацию. Поэтому, например, те же салазки для жестких дисков не будут раздражать постоянным дребезжанием. Кстати, сюда влезет 3 HDD и 2 SSD. С местом под накопители все в порядке, а вот под видеокарту выделено 315 мм. И какую-нибудь 4090 сюда уж точно не запихнешь. Но условно та же длиннющая старая классика GTX 1070 Gaming встанет без проблем, как и все остальные длиной менее 315 мм. А вот кулер высокий брать можно, миллиметров так на 170-172. Такие, казалось бы, ничем не примечательные параметры вместимости объясняются одним – компактностью корпуса. Форм-фактор MIDI Tower и визуально габариты не сходятся. С первого взгляда создается впечатление, что корпус вовсе мини-тауэр формата, настолько маленький. Ради этого и пришлось пожертвовать местом внутри. Но хотя бы от продуваемости и мест под винты не пришлось отказываться. 5 мест можно и 4 штуки на 140 поставить, и на 120 мм, и водянку. Главное, что комплектующая охлаждается как надо, а в остальном по параметрам претензий нет. Корпус сделан из качественного металла со стеклом сбоку, но продумана и виброизоляция для идеальной тишины. В общем, очень проработанная конструкция, которая и выглядит стильно, и комплектующие не обделит, и дизайном глаз порадует. Выглядит корпус реально стильно. Не то чтобы сильно строго, но и не сильно ярко. В общем, что-то между. Но вот следующий, последний корпус из этой подборки уж точно новогодней елкой не назовешь. Лидером рейтинга стал Big One Silent Base 802. Он подсветочкой не похвастается, у него окна-то сбоку нет, весь металлический. Это серьезный здоровенный MIDI Tower корпус, который практически идеален для очень горячих сборок. Думаете, его можно испугать RTX 4090? Это скорее 4090 можно испугать этим корпусом. Видеокарта влезет буквально любая, так как вряд ли у вас в наличии будет модель длиной более 432 мм. Уже чувствуете, сколько там свободного места? Чуть ли не однушка. Поэтому установить сборку в этот корпус вообще никаких проблем не возникнет. Места хватит. Что уж говорить, если внутри выделено 7 отсеков по 2,5. И даже если добавить SGO на 3 секции по 140 мм, вся сборка легко вместится без всяких заморочек и доработок напильником. Кстати, по охлаждению есть некоторая особенность – сменная верхняя панели. Можно поставить как просто сетчатую, так и глухую. Это сделано на тот случай, если вам захочется тишины, поставить глухую, а если нужна максимальная продуваемость – сетчатую. Это же касается и передней панели. Принцип тот же. Вот что значит действительно продумано до мелочей. Поэтому, думаю, про вентиляцию воздуха говорить нечего. Все на высшем уровне. Но главное, настолько тихо все реализовано. Производитель предусмотрел виброизоляцию везде, где могло хоть что-нибудь пискнуть. Поэтому, если вы искали холодный, большой и, главное, тихий корпус для сборки из самых топовых комплектующих, то лучше этого ничего не будет. Поэтому вот такая блестящая модель и завершает подборку корпусов для горячих сборок под игры. На этом мой топ подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор.